Кажется, свершилось то, чего владельцы и поклонники УАЗа ждали годами. Показали обновленный УАЗ Патриот. За рестайлинг просят от 2,5 миллионов рублей, и кузов не будут оцинковывать, опять гнилушку нам будут продавать. Машина получила дизельный мотор, полностью светодиодную оптику и новый салон. Я внимательно изучил все материалы, что есть на сегодня, и готов оценить это так называемое самое масштабное обновление модели за последние 10 лет. Экстерьер изменился немного, общий квадратный силуэт никуда не делся. Главное – это оптика. Фары теперь полностью светодиодные, блоки собраны в аккуратные секции. Задние фонари тоже LED, и в противотуманках стоят диоды. На прототипе, который попал к нам в обзор, левая и правая фары немного отличаются друг от друга. Видимо, завод тестирует разные варианты исполнения. Передний бампер стал рельефнее. Радиаторная решетка получила более крупные ячейки. Но самое интересное спрятано не снаружи, а внутри. Интерьер переработали настолько, что от прежней спартанской обстановки не осталось и следа. Центральная консоль абсолютно новая. Сверху расположился экран мультимедийной системы на 7 или 9 дюймов. Ниже аккуратный блок управления климат-контролем с крупными шайбами. Кнопки двухуровневого подогрева передних сидений вынесли на видное место. Кресла теперь обшиты кожей. Руль – отдельная тема. Патриот получил мультируль с упрощенным кожаным ободом, подогревом и кнопками управления круиз-контролем. Его магниевый каркас делают в России. Передние парктроники и ограничитель скорости – опции, которые на Патриоте раньше не встречались. Но на современном автомобиле это давно уже норма. Теперь к самому важному – к технике. Под капотом предсерийного образца стоит 2-литровый турбодизель Solers. Это тот самый мотор Jack, который уже знаком по коммерческим моделям УАЗа. 136 лошадиных сил и 320 ньютон-метров крутящего момента, доступных с низких оборотов. Двигатель локализован на заводе в Елабуге, отвечает нормам Евро-5 и рассчитан на работу в суровых условиях. В паре с ним трудится новая шестиступенчатая механика тоже от Jack, с более четкими переключениями и короткими ходами рычага, как заявляет производитель. Бензиновый мотор ZMZ Pro объемом 2,7 литра остается в строю, но к нему тоже пристыковывают новую коробку на 6 передач. Раздаточная коробка теперь управляется электроникой. Вместо привычного механического рычага теперь стоит селектор-шайба. Обещает, что это не только удобнее, но и тише. Вибрации от трансмиссии в салон должны передаваться меньше. Завод сейчас проводит ресурсные испытания. Модернизированные внедорожники проходят по 100 тысяч километров по разбитым дорогам и в разных климатических зонах. Основной упор делается на надежность новых агрегатов. И это правильно, дизель и шестиступка должны доказать, что они не подведут в глухой тайге. Теперь о сроках и деньгах. Официальная премьера обновленного Патриота намечена на конец лета этого года. А к началу осени машины должны поступить к дилерам. Текущий бензиновый Патриот стоит минимум 2 миллиона рублей. Дизельная версия по предварительным оценкам обойдется дороже. Ориентиром служит УАЗ Профи с таким же мотором, который продается за 2 миллиона 350 тысяч рублей. Скорее всего, цена на дизельный Патриот окажется от 2,5 миллиона рублей, в зависимости от комплектации. Вердикт такой: если вы давно ждали дизельный Патриот с новой коробкой и современным салоном, это именно тот случай. Машина немного преобразилась, сохранив рамную конструкцию и честный полный привод. Но и цена выросла. Теперь Патриот вплотную приближается к китайским рамным внедорожникам, которые предлагают свои дизельные версии. Если дизель и механика для вас критичны, я бы советовал подождать народных испытаний. Если же главная простота и доступность, текущий Патриот с мотором 2.7 все еще остается интересным вариантом, пока не подорожал следом за дизелем. Забыли они заменить задние древние барабанные тормоза. И какой это уже по счету дизель для Патриота?
Ни один не прижился, а с нынешними ценами на солярку нужен ли он этот дизель вообще? Коробка шестиступка да нужна. В паре с 409 двигателем нормально. А вот какая будет раздатка, кроме управления шайбой, вопрос интересный. Пластиковые расширители арок лучше бы убрали. Раму хотели новую ставить, и ее нет. Избавиться от преждевременной коррозии завод также на практике не может. Зато ценник обновили. Все ждут, когда кузов перестанет гнить на глазах, а не когда дизельный мотор появится. Нужно хотя бы 400 момента и full time. Нужен автомат, кузов с цинком и приличный салон. Тормоза дисковые нужны. Тогда еще, может, покупатель закрыл бы глаза на уставшее все остальное. И вот тут возникает главный вопрос. А для кого сегодня вообще делают Патриот? Раньше у него была простая философия. Дешевый рамный внедорожник, который можно купить, чинить в гараже и не бояться поцарапать в лесу. Но сейчас цены ушли в совершенно другую реальность. За 2,5-3 миллиона рублей покупатель уже начинает смотреть не только на УАЗ, но и на китайцев, где есть автомат, нормальная шумоизоляция, адаптивные системы, камеры кругового обзора, полноценный климат-контроль и хотя бы базовая защита кузова от ржавчины. И тут УАЗу становится все сложнее объяснять, почему машина за такие деньги до сих пор имеет барабаны сзади и кузов, который требует антикор буквально с первого дня покупки. Самое обидное, что у Патриота огромный потенциал. Машина действительно харизматичная. У нее есть настоящий полный привод, рама, геометрия, большой салон, высокая посадка. Многие до сих пор любят Патриот именно за ощущение настоящего внедорожника, а не кроссовера с пластиковым обвесом. Но создается впечатление, что завод постоянно делает полшага вперед и тут же два назад. Добавили светодиодные фары, хорошо. Поставили новый салон, отлично. Наконец-то появилась шестиступенчатая коробка, этого ждали десятки лет. Но почему параллельно нельзя было решить вопрос с коррозией? Почему нельзя было сделать хотя бы оцинковку наиболее приемлемых элементов? Люди ведь годами говорят об одном и том же. Особенно странно это выглядит на фоне того, как быстро развивается китайский автопром. Да, китайские рамники пока не идеальны, у них тоже хватает вопросов по электронике и ресурсу. Но они хотя бы пытаются удивить покупателя технологиями и оснащением. А УАЗ все еще преподносит нормальный руль с подогревом как большое достижение. Хотя для машины за такие деньги это уже давно должно быть базой. И самое главное – доверие. УАЗ слишком долго обещает перемены. Нам уже рассказывали про новые платформы, про свои перспективные моторы, про автоматические коробки, про улучшение качества сборки. В итоге проходит несколько лет. И снова рестайлинг старой конструкции с очередным подорожанием. Многие ждали вообще новое поколение Патриота, а получили поверхностную модернизацию машины, корни которой уходят еще в нулевые годы. Да и дизель сам по себе спорная история. Для коммерческой техники он действительно логичен. Тяга, экономичность, работа под нагрузкой. Но для обычного владельца внедорожника сейчас есть вопросы. Солярка дорогая, современные дизели становятся все сложнее, а качество топлива в регионах до сих пор нестабильное. Плюс зимой у многих до сих пор ассоциации с замерзшим топливом и постоянными переживаниями. Поэтому не факт, что дизельный Патриот станет массовым выбором, особенно если разница в цене будет большой. Мне кажется, люди сегодня ждут от УАЗа уже не косметических обновлений. Все хотят увидеть реальную работу над качеством, чтобы двери нормально закрывались спустя несколько лет, чтобы машина не покрывалась рыжиками через 2 зимы, чтобы после 100 тысяч пробега салон не начинал скрипеть со всех сторон. Потому что рамный внедорожник – это техника, которую покупают надолго, а не на 3 года по гарантии. И вот тогда Патриот действительно мог бы снова стать народным автомобилем. Не просто машиной для фанатов марки или любителей бездорожья, а полноценным конкурентом на рынке. Потому что потенциал у модели огромный.
Но пока складывается ощущение, что УАЗ опять обновил то, что и так было видно снаружи, не решив главные проблемы, о которых владельцы говорят уже больше 10 лет. А как вам обновленный УАЗ Патриот? Напишите свое мнение в комментариях. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Посмотрите и предыдущие наши ролики про новую Ниву и возрождение Волги. А также подпишитесь на канал, если почему-то еще этого не сделали. Удачи!